Вот у тебя Pi System Explorer. Это инструмент для создания элементов объектной модели. Смотри, здесь слева отображается та же древовидная структура, которую мы с тобой уже видели. Действительно, вон все целлюлозно-бумажные комбинаты. Абаканский и пермский. Вон мои производства: щипы, целлюлозы, бумаги, регенерации щелоков. Да, здесь все твое оборудование. Бумагоделательные машины для разных видов бумаги. Все здесь. Если ты хочешь, чтобы твое оборудование и его характеристики отображались в любых клиентских приложениях, то его нужно добавить в объектную модель именно здесь. Например, давай перейдем в производство белой бумаги во вкладку «Атрибуты». Вот здесь отображены все данные по этому производству. Причем они еще и разделены на различные категории. Например, технико-экономические показатели или технические параметры. Кстати, помнишь, у тебя в процесс-бук ты отображал данные о бумагоделательной машине? Ага. Так вот, это все делается при помощи соединения, настроенного с реляционной базой данных. Вот здесь у нас хранятся технические параметры. Например, дата запуска или дата последнего техобслуживания. Плюс у нас сюда занесены паспортные данные твоей бум-машины. То есть здесь в АЭФе хранятся данные из самых различных источников. Я понял. Вот эти данные, которые не хранятся в тегах. Совершенно верно. Но Pi System Explorer выполняет и другие функции. Помнишь, мы видели данные об объемах производства по сменам? Да, но погоди, для этих же данных не бывает датчиков. А откуда тогда они берутся? Верно, датчиков нет, это вычисляемые параметры. Эти вычисления настраиваются в Pi System Explorer. Смотри, здесь у нас вкладка «Вычисления» или «Анализис». Здесь у нас находятся все расчеты, которые нам необходимы для данной бум-машины. Например, объемы производства за смену или за весь день. Ты эти вычисления можешь в дальнейшем использовать. Они отображаются и на твоей мнемосхеме в Pi Process Book. И при этом я могу их создавать всего один раз, как шаблон? Да, создаешь шаблон вычислений один раз и используешь его для всех единиц оборудования. Кстати, события Event Frames также конфигурируются здесь в Pi System Explorer. О да, мы часто Event Frames используем. Да, кстати, расскажи-ка мне, как вы их используете? Сейчас покажу.